Ну, смотрите, здесь какая интересная история. Подайте мне ее путь, да, дайте мне ее стратегию. Ей тут, видишь, ангелочки играют на арфе. Там абонемент закончился, пошла, купила еще один магический абонемент. Как награда все же, знаешь, потому что много не по справедливости вообще было. Надеваешь, значит, эти лосины с подчесом, да, велюровый с мехом. Сверху трусы Супермена и как пошла спасать. Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы, и вот вам такая очень интересная пасхалочка. Мы сегодня будем работать на Таро Рекхема, а я Таро Рекхема как раз рекомендовала к изучению тем, кто мне в манифесте, когда мы исследовали с вами, ну, знакомились, да, со стихиями, с гномами, ундинами, эльфами, прочими представителями стихии. Я рекомендовала Таро Рекхема, потому что он очень круто показывает взаимодействие маленького народца, так называемый мир фей, да, с миром людей. Вот. Рекхем вообще очень интересный художник. И я как-то, знаете, скептически смотрела на эту колоду, и зря. Вот. А мне потом эту колоду подарили. Я стала на ней работать, и уже когда сама преисполнилась настолько, что стала изучать творчество художника. Вот у меня еще, знаете, есть любимый художник с такими некими пасхалочками. Сегодня никак не могу дойти, потому что там безумно большая очередь. Я хочу посмотреть на картину Врубеля «Демон», потому что там очень интересная история, что не все видят этого демона. И говорит, ну, в общем, я не знаю, легенда не легенда, в общем, если у вас проблемы с проявлениями женственности и сексуальности, вам сложно видеть этого демона, а если нет, то вроде вы его сразу видите. Это интересно, бросается ли он в глаза, когда вот я прям на картину посмотрю. Я почему это рассказываю? Потому что мне прям какие-то очень схожие вайбы у Рекхема для меня лично, да, и у Врубеля. Что-то, может быть, просто техника рисовки, да, может быть, не знаю, что такое, хотя совсем разная история. Ну, вот такой прекрасный иллюстратор, да, сегодня у нас будет представлен с вами. Плодовитый иллюстратор. Иллюстрировал он детскую литературу, и, наверное, мы с детства могли быть свидетелями его прекрасных работ, да, когда читали детские книги. Считается представителем викторианской сказочной живописи. Вот так вот. Что еще сказать вам? Ну, на самом деле это же очень популярная тема, что касается имбов, да, эльфов, там, скажите мне еще, фейри и прочее. И дань, с одной стороны, фольклору, да, с другой стороны, какая-то очень интересная рисовка. Ну, мне нравится. Мне реально нравится. Вот. И вот почему я выбираю эту колоду сегодня для расклада, потому что, ну, вы увидите сами по себе иллюстрации, они подсвечивают нам не очень приятные, может быть, части человеческой личности. Эта колода, она правда может являться теневой, и здесь мы с вами, наверное, можем посмотреть человеческие там тени, пороки, да, в частности. Посмотреть, кто же нам желает чего-то нехорошего за нашей спиной. Отлично прорисованные персонажи. Поскольку как бы мало кто знакомится с колодами, я хочу, чтобы у нас такая болталка с вами случилась познавательная. Итак, первый камень зеленый, второй оранжевый и третий синий. В инфобоксе время начала вашего видео. Давайте смотреть сплетни, козни. Что же там происходит за вашей спиной? Интриги, может быть, какие-нибудь? Скандалы, расследования? В общем, посмотрим. Единички, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами.
Карта мира еще на дне колоды. Я могу сказать, что вот в вашем окружении есть какая-то очень злая женщина. Пока вот как будто прям как-то скабрезно прям комментирует успехи ваши. Ну, давайте, собственно, да. Кто? Кто все же у нас злокозненный персонаж, да? Кто же то самое зло? Так, шестерка пентаклей. Но это мы на личность смотрим, да? Шестерка пентаклей. Мужчина, что ли? Рыцарь чаш. Карта мира. Мужчина или женщина, хочу понять. Может быть, это подруга, кому вы рассказываете о том, что к вам мужчины хорошо относятся. Может быть, делают какие-то подарки по шестерке пентаклей. Может, вам любимый мужчина что-то там, смотрите, подарил, купил, может быть, машину, да, или вот знает, что, например, да, там на свидание к вам кто-то приезжает на хорошей машине. Чё? Здесь вот зависть, да, получается. Здесь нам просто говорят что-то про тайную связь. И вот эта тайная связь, скорее всего, вот либо с каким-то обеспеченным мужчиной, или мужчиной, там, мужчиной статусным, да. И вот эта вся история, она очень активно за вашей спиной обсуждается. Все деньги, деньги, деньги. Здесь на самом деле как бы зависть, да, и зависть по отношению к деньгам, зависть, может быть, по отношению к тому, что какие-то высокостатусные, высокоранговые вот люди обращают на вас внимание, при этом нам показывают еще и тайные связи. Но мы все-таки с вами говорим про козни всегда. Это просто сплетни, ну, потому что люди всяко разные, да, могут правда считать, что у вас какой-то высокопоставленный любовник. Но если любовник семейный человек, может быть, знаете, рассказывает, что вы протеже, там, да, и вас как-то вот продвигает по работе, потому что вы улыбаетесь там кому надо, да, к примеру, ну, начальнику. Вот какая-то такая история, потому что здесь больше пентаклей, здесь больше вот про как-то подсидеть, да, вот это, знаете, ощущение зависти благополучия, может быть. Но козни у нас здесь есть какие-нибудь? Ну, тут вот, смотрите, если все же это ваша какая-то интрига по работе, а вы там, не дай бог, замужем, да, это про то, чтобы сообщить кому-то тайну, да, то есть, я не знаю, мужу, там, жене, там, рассказать, что-то такое, да, потому что здесь какая-то очень интересная подстава, да. Шестой аркан, как бы, и карта семьи. А козни-то конкретно вот что, о чем здесь? Семерка жезлов. Да, сделать все, чтобы вам было плохо, перекрыть эту связь, смотри. Двойка мечей, да, семерка жезлов. Если вы, правда, на каком-то хорошем счету на работе, это просто испортить отношения, да, к вам, чтобы не было начальства к вам столь благосклонно. Это женщины делают, скорее всего, по большей части, потому что зависть по отношению, ну, от женщин, понимаете, к вам. Восьмерка чаш, башня, да, сбросить вас, соответственно, с пьедестала. Слишком уж вы высоко забрались, высоко забрались. Что-то конкретное вам сейчас грозит. Звезда, четверка пентаклей.
Ну, смотрите, здесь какая интересная история. Как-то это не про увольнение, вот что конкретно может грозить, да, как будто ощущение, что вас могут сместить с вот этого теплого места, например, в какой-то другой филиал, да, и кто-то хочет встать как бы на ваше место, а вас филиал, тот филиал, в общем, в которого смещают, да, вот, ну, ваши привычные работы, ну, он про то, что придется искать, может быть, каких-то новых покровителей, может быть, заново придется делать карьеру, то есть могут просто сказать о том, что вот ты такой классный сотрудник, да, как бы, но при этом, значит, иди с мачете, в общем, прорубать джунгли, да, осваивать новую территорию, а у вас получается очень теплое, очень насиженное место. И вот как раз на ваше место хотят, и хотят протекций. Может быть, знаете, видят, как вы там общаетесь с начальством, и, ну, как бы очень хотят на ваше место, потому что кажется, что вам вообще все очень легко дается, понимаете, все играючи. Да, и получается, что если вас сместить и уже как бы на ваше место, как бы мотивирую вас тем, а что ты там уже типа всего добился, иди, ну, как бы в новые филиалы. И вполне возможно, здесь речь идет о том, чтобы вас, в общем, переключать на какое-то другое место работы или, не знаю, какой-то другой отдел, а уже непосредственно в том психологическом климате, в который вы выстроили, или просто встать, понимаете, на ваше место, потому что человеку кажется, что он сразу же тоже начинает получать тот же самый профит. Или вы, допустим, там работаете в отделе, где большое количество нормальных, адекватных, интересных мужчин, да, и, соответственно, понятно, что к вам тоже нормальные отношения, если вы нормальный специалист, как бы, да, ну, опять же, нормальный человек по жизни. И вот так вот женщины смотрят, и они тоже хотят туда. Они действительно хотят прямо на ваше место, потому что кажется, что у вас в отношении мужчины, отношении денег вообще все в шоколаде. Вот когда, ну, говорю, типа, чем вот это все эти козни грозят, просто вот вас хотят прям, смотрите, сместить. Якобы, как бы, смотрите, у вас что-то новое, но при этом это 7 час, это непонятно, что там дальше будет, да, будет ли та протекция, которую вы сейчас получаете. Ну, смотрю, вполне возможно, будет даже сильно меньше денег, да, 2 пентаклей и, соответственно, отшельник, да. Такое ощущение, что ссылка прям какая-то для вас. Прям ссылка какая-то для вас. Ну, что там вот эти все интриганы, да, поздние. Тут еще вот какая интересная история. Кто-то ждет, чтобы поменялось начальство, да, кто-то ждет, чтобы поменялось начальство, потому что у этого начальства вы прям на хорошем счету. И вроде как, смотрите, вот эта вся история с обновлением связана, типа приходит новое начальство, а для него же типа все одинаковые, да. И вот кто-то смотрит на вашу стратегию и думает, вот придет новое начальство, вот я буду делать как она, да, потому что вы для кого-то прям смотрите пример для подражания, и вроде, ну, с вами как бы люди, которые хотят чему-то научиться, но на самом деле они хотят именно вас скопировать. Вот в магии есть такое понятие, как копия. Но здесь мы говорим с вами не про магию, а именно, короче, про то, что человек прям копирует то ли ваш образ жизни, понимаете, то ли вашу жизненную стратегию, да, и вот вы прям очень сильно мешаете, потому что, типа, да я все поняла, как она, типа, добилась, с кем она общалась, если, значит, эта дурочка, как бы, вот уходит, типа, дальше, потому что она вся такая карьеристская, неинтересна, я на ее теплое место, типа, запрыгиваю, вот так вот, понимаете? То есть человек здесь не будет сам что-то делать, да, максимум это какие-то интриги, максимум это разговоры за вашей спиной, да, потому что кажется, что я все понимаю четко, что она делает, типа дайте мне ее путь, да, дайте мне ее стратегию, я сделаю в 10 раз лучше, это вот мне бы ее связи, планы, это, я бы это сделала как бы сильно все лучше для себя, значит, а почему мне там высшие силы, там не знаю кто, черная магия и прочее, да, не дают возможности это осуществить. Вот как-то так. Ну, давайте так. А вы как к этому человеку относитесь? Как относитесь? Да потому что вы знаете, да, вы, скорее всего, знаете, потому что 10 мечей, ощущение вообще сказать, да заколебало уже это просто, да, там какая-то вонючка, прилипучка, там, я не знаю, как вы это называете. То есть вы знаете, да, вы знаете про эти интриги, вы сейчас опять будете закатывать глаза и говорить, да, опять она вот это активировалась, больная какая-то. Да, у вас такой давний на самом деле конфликт. Давний конфликт. Вот эта вся дурочка все никак не угомонится, понимаете? Вас дурочка считает, вы такая прям, знаете, женская дружба. Паш Пентаклей.
человек что только не делает, и ощущение, что опять может и пытаться втираться в доверие к вам, да, или постоянно, допустим, может у кого-то у другого учиться стажером ваш там отдел приходит, да, ну, то есть как бы, а вы понимаете прекрасно, что такого человека нужно держать там от себя подальше, но, в принципе, вы там, типа, его уволить не можете, там, его там, еще что-то, но при этом вы понимаете, что общение с этим человеком, это прям действительно прям ящик Пандоры, да, то есть она может вот в глаза вот это заглядывать и комплименты какие-то говорить, и при этом ну, мы прекрасно понимаем, что в этом просто вот нет искренности, и дай как бы волю человеку, да, это вот первый человек просто отгрызет вам руку, если вы, ну, дадите, поэтому вы очень осторожно к этому человеку относитесь, что в принципе как бы правильно и делаете. По сути, как бы правильно и делаете. Такая интересная у нас позиция была по первому варианту. Вот видите, опять активировалась это ваша женщина, мечтающая занять ваше место. Ну, а поскольку я вам показывала еще другие женщины, 100% там еще у кого-то может подговаривать, знаете, или союзников ищет, у самой что-то прям не сильно получается. У самой не сильно получается, да. 8. Как вот пытается, как знаете, это, как скопировать, может быть, ваш какой-то характер, голос, поведение, внешность. И ей кажется, что она будет получать то же самое, а она не получает. Вот, например, знает, как вы, допустим, там, ну, сидите там на обеде, да, там с мужчинами, с сотрудниками, такая легкая, расслабленная, может, флиртуете, может, еще что-то, какие-то фразы там обронили. Вот, и она пытается делать точно так же, а у нее не получается. То есть она не понимает, что это нужно делать на своей там энергии и прочем. Вот. Ну вот, она все пытается вас копировать, как-то не выходит. Так, 2. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Сейчас будем смотреть про козни. Злокозненные. Ну, это, давайте так, я ничего не программирую, поэтому как бы если сильно казней там не будет, да, никто никого казнить как бы и не будет. Окей? Я думаю, что так будет справедливо. Итак, давайте козни. Потому что я скажу сразу, мне не очень легко снимать этот расклад. Я так хочу прям уйти из вот этой всей позиции, знаете, вот эти все грязные сплетни. Я стараюсь в этом всем не участвовать. Но бывает такое, что мы что-то похихикали там, да, что-то по-женски. Но это никуда дальше не выливается, понимаете? Никто там какие-то гадости не делает, никто вот это по бабкам не ходит. Ну, по крайней мере, в моем окружении. Я просто себя изолировала от таких людей, которые просто мне там какие-то гадости говорят, знаете, про других. Потому что все нормально, самооценка. Я не пойду дружить там против кого-то, да, если кто-то просто этого захочет. И чумаря нетка какая-то или как. Понимаете? Поэтому как бы сложно, да, достаточно читать, но при этом понимаю, что есть у вас какой-то злокозненный кознь. Давайте смотреть, кто же это. Женщина с детьми 100%. Смотрите, да, прям показывает нам четко императрица. Императрица, тут Кашандр какой-то черный рядом с ней. Но вот императрица, да, какая-то женщина с детьми. А женщина, скорее всего, которую оставили, да, то есть может она в разводе, да, разведенная с ребенком, к примеру, может с маленьким. Ну и, соответственно, этой женщине нужно как-то жить, нужно как-то выживать, да, потому что вот 3 жезлов, смотрите, она прям намерена, да, как-то действовать, как-то выживать, как-то двигаться. Сейчас посмотрю. 3 жезлов. Слушайте, я надеюсь, что это, например, не какая-нибудь, к примеру, бывшая свекровь, которая очень сильно хочет, чтобы вы, например, к ее эту пирожочку вернулись. Потому что здесь про чей-то уход. Ладно, сейчас я ее сейчас немножко почитаю. Что за женщина? Не свекровь. Это...
Она помоложе, опять же. Может, какая-нибудь бывшая, но при этом тоже бывшая мне не показывает. Ну, вот видите, вот эта карта ухода. Сейчас еще посмотрю, потому что мне же ее, видите, жезловая прям показывают дамы, да, жезловая королева, императрица жезловая королева, она как бы не может сильно-то у нас быть женщиной пожилой. Либо она сильно хочет денег, либо у нее эти деньги есть. Так, ладно, сейчас раскроем. А 8 чаш, кто же там ушел? Угу. Да, есть такое, что она правда в разводе может быть, знаете, или опять же нужно ребенка воспитывать. Вот, видите, 3 жезлов, 4 жезлов. Может, она нового папу ищет ребенку своему. Звезда. Да, тут вот, знаете, какое внутреннее ощущение у человека, что она достойна большего, чем у нее есть сейчас на данный момент. Вот я не знаю, может, она прям, ей кажется, что она прям сильно качнула самооценку свою. Звезда, да, как бы и 3 чаш. Какого-то волшебника в голубом вертолете хочет, кстати, прям для себя. Сейчас еще немножко посмотрю, а что не в личной жизни. Семерка жезлов. 2 чаш, она, кстати, магичить может на свою личную жизнь. Или все не то, сейчас посмотрю. Тут смотрите, какая интересная история. Если, к примеру, это бывшая вашего мужчины, то это именно на возврат обратно его в семью. Может, манипуляции через ребенка. Ну, ребенок как бы не обязательно, просто раз на руках нам показали, я то есть могу почитать. Вот тут мне, конечно, очень интересно, потому что я же могла предполагать, что эта свекровь вас пытается вернуть. Тут, скорее всего, про то, что... Подождите, а вы в этой ситуации кто? А вы в этой ситуации кто? А вы не знаете даже про себя, что такое ощущение, что что-то прям происходит за вашей спиной, это 100%. Потому что это у нас Луна, да? Луна. Может, вы какая-то тайная, знаете, я сейчас посмотрю. Да, за вашей спиной. Потому что какая-то ситуация за вашей спиной происходит. Даже смотрите, жрица и Луна, да? Кто типа вы вот во всем этом? Какая-то тайная женщина, судя по всему. Просто больше, наверное, какая-то что, родственная душа отца. Потому что на вас прям ложатся 3 старшие арканы. Как так? Смотрите, страшный суд, жрица и Луна. Вы от чего-то, что кого-то спасаете, что ли? В качестве спасателей пришли в эту ситуацию? Давайте, а вот эта вот женщина гадкая, она что против вас имеет? Да деньги, вопрос семьи, говорит, да? Семья. 2 мечей. Семью, говорит, у меня что-то забрала почему-то. Семью у нее забрали. Ой, что у нас еще забрали у нее? Отца у ребенка? Да, смотри, солнце. И либо мужчину-то, короче, у нее забрала, либо отца ребенка. Я не знаю, может, у нее просто вот какого-то другого человека ребенок, а она твоего мужчину видит на роли отца. Ну, женщина с ребенком. Ладно. А как она к тебе лично относится? Лично как относится? 6 мечей. Что-то с твоей помощью у нее могло произойти, да? Может быть, какой-то болезненный переход. 6 мечей в умеренность. Подожди, ты что-то ей подсветила очень интересно относительно жизни. Как она к тебе лично относится?
Смотрите, еще одна версия, кто это может быть, но именно для помогающих практиков. Это какая-то клиентка, например, которая могла приходить с проблемами в личной жизни, а вы слишком могли эмоционально в это все вовлечься. Что-то вот такое вот, потому что такое ощущение, что вы в курсе ее проблем. Вы в курсе проблем ее личной жизни. А вы ей как-то помогали или что? Ну, кстати, деньги могли, кстати, человеку занимать. Может, просто могли с кем-то познакомить. Потому что вы, вот давайте так по-честному, вы в жизни этой женщины какой-то важный человек, но при этом у нее претензии относительно вашего мужчины, потому что она вот как-то его что-то видит на роль. Я не знаю, что такое, может, это тут очень тесная какая-то родственная связь. Потому что ощущение, что она прям в курсе событий вашей жизни, вы в курсе событий ее жизни активно очень. Она вам подруга? Да, вполне возможно, тройка пентаклей. Либо подруга. Может быть, вы какое-то что-то совместное планировали или общались. Да, не всегда же такое бывает, как бы, что мы с бывшими своих мужчин очень плохо общаемся или не общаемся вообще. Но у нее какая-то такое ощущение, что связь прям с мужчиной с вашим, которого она прям видит своим мужчиной. До сих пор при этом. Ей тут, видишь, ангелочки играют на арфе. 10 пентаклей. Она семьей, в общем, видит их, не тебя, да? Их, не тебя. Сейчас пообщаюсь тогда с ней. Понятно, да? Смотри, это вот какая-то ситуация, которая связана либо вот ты очень сильно хорошо человека знаешь, человек вхож в твой круг, либо вхож в твой круг, потому что очень сильно, хорошо и понятно знает вот эти родственные связи. При этом явно козни из-за мужчины, потому что твой мужчина или твой бывший мужчина, да, то есть она его видит своим мужчиной, поняла? Я сначала подумала, что это свекровь, но это младшая, если это, может, деятельная, знаешь, какая-то женщина. Вот, брюнетка, скорее всего. Но это так все, знаешь, это же расклад общий, не обязательно. Козни все же, да? Давай смотреть козни. Потому что что-то было прям за твоей спиной. Вот здесь 100%. То есть первый такой, знаешь, там и так все понятно. И здесь что-то было за твоей спиной. Ого. Так. О чем здесь карта смерти? Кто-то попёрся на кладбище или что? Угу. Да, смотри, прям какое-то закрытие пыталась сделать, да? Угу. На фертильность, на личную жизнь, вот знаешь, перекрытие вот этих всех нижних чакр, скорее всего, да? Что-то это магия была или что за история? Может, это отворот какой-то был, смотри. Что она прям смотрит и наблюдает, когда же, да, к ней прям твой мужчина вернется. Потому что ей надо было, чтобы ушел прям конкретно. Видишь, ходит. Ходит он. Ссора, да? Остуды, рассорки. Прям перетягивает эту энергию на себя. Чего хотела добиться? Понятно, да? Чего хотела добиться? Отношений с ним на своих условиях. Видишь, тройка пентаклей. На каких условиях? Чтобы тебя бросил, смотри. Даже знаешь как, не просто бросил, а еще и навредил. Видишь?
Вот она против тебя, а он должен союзником ее стать. Так а что делать-то против тебя должен был? Рыцарь чаш, девятка чаш, туз пентаклей. Что-то у тебя забрать. Туз пентаклей. Потому что, говорит, должен разрушить семью, и то, что давал ей, давать мне. Понятно. Понятно. Делает какие-то страшные вещи, прям как будто сама боится, но при этом делает. Делает что-то на любовь. Есть какой-то шантаж, может быть, прям какая-то истерика внутренняя. Как интересно, я сейчас Рекхэму читаю. Шантаж болезнью, смертью. Да я типа это, может быть, там ребенка от тебя потерял. Ну, то что-то такое, смотри, прям происходит. Да, 4 мечей, 10. Смотри, что-то у них случилось, она его очень сильно винит. Все, говорит, из-за тебя. Все из-за тебя. Как будто, знаешь, она хотела, чтобы он союзником, получается, ей стал, да, и чтобы они, типа, это, ну, на тебя, знаешь, вместе, короче, вот против тебя дружили, в общем. А сначала нужно разрушить все это, планомерно при этом делается. К чему вообще все это привело с его стороны по отношению к тебе? Ну вот, видишь, уход, может, он, конечно, пожалеет потом, но все, он ушел во что-то новое, хорошо. А она сейчас сильна делать тебе какие-то козни? У меня новая жизнь, она одумалась, на церковь пошла и стоит на коленях, прощения просит, или карму нахлобучила? Козни тебе делает какие-то? Или переключилась по дьяволу там на какого-то мужика, на другого? А, нет, слушай, она реально раскаялась. Такое ощущение, воцерковилась прям резко. Смотри ты как. Ой, вот это пути Господни неисповедимы, да, столько гадости вот это делала, а вот это, значит, стало потом праведной. Ты ж посмотри вообще, ой, как что у нас творится. Будет еще тебе что-то делать-то? Неуверенность. 5 жезлов. Хотела бы, но не может, говорит. Хотела бы, но не может, потому что, видимо, отхватит. Вот видишь? Прям реально отхватит. А как так получилось, что вот она тебе больше не может кознить? То, что чистки какие-то делала? Да, 100%. 100%, да. Да, есть такое, как будто за что-то откупилась, смотри. Да, за что-то откупилась, 100%. Прям кому-то что-то принесла. Как уплачено, говоришь, что ли, воду, может, кидаешь. Вода, говорит, помогла очень тебе сильно. Смыла вода что-то с тебя. Опасна тебе эта дурочка-то сейчас, на данный момент? Бесится, смотри, что у тебя все хорошо. Ты как королева пентаклей, а она какая-то прям одержимая. Смотри, 9 жезлов, да, 8 мечей. И с ним связи у нее, я так понимаю, нет. Она, смотри, прям пытается достучаться. Или вот она пытается, чтобы ей кто-то помог. Может быть, знаешь, бабок поменяла, знаешь ли. Там абонемент закончился, пошла, купила еще один магический абонемент. Опять какие-то попытки. Императрица, 8 пентаклей, забеременеть, что ли? Да, есть такое. Что она у Бога ребеночка просит или что?
А от кого? От мужчины твоего, что? А с мужчиной твоим общается сейчас? Ну, я не думаю, 5 чаш. Такое ощущение, что ей как будто стало неинтересно, как будто там энергии нет. А мужчина, кстати, еще и подбухивать может, да? Может, в какой-то момент сильно обидела, что он типа не стал помогать, либо еще что-то. Потом вот это, видимо, пошарахалось. И есть ощущение, что либо будет пытаться к нему как-то вернуться, либо пытаться узнать, как он там. А там как-то уже вернуть же ничего нельзя, я так понимаю. Потому что он как управление, что ли, потерял, а доступа к нему нет. Но у нее какой-то момент разочарования такое, знаешь, вот ощущение, что девка прям 2 судьбы поломала. Свою тоже, 3 тоже. Ну, твою, получается, вот этого человека и свою. Там через какое-то время это все нормализуется. У тебя-то что? А у тебя такое, знаешь, вот ощущение, что прям перемена судьбы. Абсолютно перемена судьбы. У тебя какой-то рост, а, выход как бы во что-то новое, но ты это не афишируешь. Не афишируешь именно по той причине, что тебе как будто вот открывают какие-то, знаешь, двери, а тебе про это говорить нельзя. Может, денег у тебя сильно больше, чем раньше, знаешь? Или там вот ты как-то выглядишь лучше, чем раньше. Но говорят, не сообщай никому секреты. Это вот тебе прям, как знаешь, как подарок от высших сил. Как награда все же, знаешь, потому что много не по справедливости вообще было. Что-то вот такое вот. Говорю, что рек, ну, конечно, потоковая колода. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Давайте, кто там, собственно, злокозненный и злокознен в вашей жизни? У вас что, тройки? Ну, вы как под защитой высших сил. Может, какие-то магички там что-то. Сейчас посмотрю. Потому что с карты Луны сразу. Ага, понятно. Какой-то мужик, теневой император здесь у нас, да? Ну, теневой, я имела в виду, что прям в тени сидит. Какой-то что? Так, Луна, император. Карта смерти. Прям, слушайте, наблюдает, видимо, за вами, а там все-таки уже либо вы его отшили, потому что он женат, либо что-то такое. Еще посмотрю. Смерть. 7 чаш. Ой, знаете, ощущение, что это человек, в котором вы реально могли разочароваться. Потому что то ли действий каких-то не было, то ли если были действия, то тупые, если подкаты, то тоже не очень умного характера. Угу. Либо он, смотрите, прям пытался, да, по дьяволу подкатить, соответственно, шары свои там Фаберже, жезы, там что-то еще вам тут адресовать.
Либо это была действительно как-то по-детски, его немножко снизил инициативу, либо все-таки, ну он же женат как-то, да, сейчас посмотрю немножко. Двойка пентаклей, восьмерка чаш. Ой, да полунедоразведенный, скорее всего, какой-то, да? Полунедоразведенный товарищ. И такое ощущение, что для вас прям закрытая информация. То есть, если он прям рассказывает вообще, что он свободный, знаете ли, там какая-то неразорванная связь 100%. Так, ну и что, мы же говорим по козни какие-то. Почему козни? Давайте-то, как он вас видит-то, мужчина? Как он вас видит? Судьбоносная женщина? Ну понятно, когда-нибудь, но не сейчас, когда-нибудь потом, да? То есть я, конечно, понимаю, что вот это как бы новая жизнь там. Но тут вот интересно, новая жизнь с вами хуже, значит, горькой редьки или с ним? Потому что если новая жизнь по пятерке пентаклей, это же, знаешь, как лишение денег получается. Пятерка мечей. Вы деньги едите, что ли, девочки? Деньги едите? Я ж надеюсь, что это не какой-то маг-недоучка, который просто вам что-то перекрыл. А козни какие-то, расскажи мне. Делает, кстати, да, из-под тишка что-то, какие-то палки в колеса вам. Много козней, сразу 8 штук. 8 палок в колеса. Угу. Сила и восьмерка жезлов. Прям злой какой-то, знаете, как вот на машине едете, а один лежачий полицейский, вроде вы подуспокоились на коечке, подпрыгнули, потом еще один. Вот такой мужик, знаешь, вот козни прям такие делает. Из-под тишка, знаешь, под ножку вот это вот. Десятка пентаклей. Двойка чаш. Подарочки с сюрпризом, знаешь, всякие могут быть с привязками, да? Да, смотри, какой-то это что-то там химичит. Так, что-то он прям, смотри, прям пытается своего добиться. Так к тебе очень сильно хочет, понимаешь? Знаешь, как я тебе хочу сказать, чтобы ты сама пришла. Вот он вот это все делает, чтобы ты типа сама, короче, пришла. Да? Чтобы ты типа инициативу проявляла. А из чего ты должна его вытащить? Из какой клетки ты? Из какой жопы, прости мой французский? Из финансовой? Из семьи, короче, да? Ты такая надеваешь, значит, эти лосины с подчесом, да, велюровый с мехом. Сверху трусы Супермена, и как пошла спасать. А ему ж страшно самому-то, да, в пекло-то сунуться. Сейчас ты придешь, батька, и все. Пятерка жезлов. Ему-то страшно самому-то сунуться в пекло. И вот придет женщина, да, прилетит волшебница на ковре вертолете, самолете, как все разрулит. Очень надеется, знаешь, как очень надеется на перемену судьбы с тобой, потому что ты же судьбоносная. А делать что-нибудь, раз я выбрал тебя судьбоносной женщиной, понимаешь? Ну, козни дурацкие, абсолютно тупые. Вот не могу сказать, что не сильно на твою жизнь влияют, но такое ощущение, что вот хотела как конфету съесть, понимаешь, и съела какашку. Вот просто неприятно. Фу, да, и пошла дальше. Вот, а ему-то кажется, что он там великий стратег. Что еще делает-то? Тройка жезлов. Так я понимаю, что он пытается все-таки пробиться, но такое ощущение, что... Сейчас объясню. Ну, я не вижу, конечно, чтобы он это делал за твой счет, но сейчас уточним. Что-то он деньги твои юзает, ресурсы какие-то. Семерка жезлов. Тройка мечей. Не, смотри, здесь как бы козни такого характера, что он, правда, может активно очень пытаться влиять на твою жизнь, да, и считает, что без тебя, типа, ничего не... Ну, без него у него, типа, ничего не получится. Ну, как бы прикол в том, что раз он тебя выбрал, судьбоносная женщина, давай как твори его судьбу. Странный, конечно, да, то есть он тебя и не отпускает, да, и какие-то мелкие постоянно какие-то камни преткновения, препоны и прочего. У него есть чувства по отношению, почему он так делает? Чувства есть по отношению к тебе?
Ну, как сказать, шестерка жезлов это ж не про чувства. И король жезлов. Тут, наверное, про то, что он больше считает себя каким-то, может быть, твоим личным коучем, знаешь, там, терапевтом, ангелом-хранителем, демоном-искусителем, да, то есть вот прям прилип реально как банный лист. Почему считается, что козни? Ну, козни, знаешь, это чтобы ты просто без него ничего не смогла. При этом, понимаешь, он сам без себя ничего не может. Вот, видишь, какая интересная карта. Вот так он прям лежит у ног, а ты такая с луком и стрелами, и смотришь прям вдаль. Видишь, как интересно? Так, что тебе нужно делать в этой всей ситуации? Слушай, наверное, это по большей части отстаивать свои границы, не пытаться человека обидеть, а, видимо, высказать все, что ты думаешь. Да, и к чему это приведет? Знаешь, вот если прям тебе как бы повезет, что человек действительно где-то включит голову, да, и, ну, разрешит тебе немножко вот как-то сепарироваться от него, понимаешь? Или ты уже создашь такие, знаешь, ситуации какой-то сепарации. А сейчас как ты с ним общаешься? Сейчас как ты с ним общаешься, да? Но это вот реальное ощущение, что это правда может быть твой терапевт, например, который подсаживает тебя на игру в долгую, да, то есть он тебе рассказывает, а ты без меня не можешь. И, соответственно, вот ты уже там проработала какую-то травмирующую ситуацию, да, а он такой, короче, а вот у нас еще вот это, а мама и папа, а тебе кажется, что ты отрастила опоры, а нет, а еще 10 сессий, или там ситуация, там, фитнес-тренер, то есть он может дать тебе усиленную программу, он дает тебе по минимуму, чтобы ты больше денег типа заплатила, дольше с ним осталось. То есть вот здесь вот такая козельная ситуация. Не то, что это прям человек что-то жесткое по отношению к делу, он просто, ну, знаешь, как он тебя подсаживает на себя, и тем самым просто вот черпает ресурсы. Но ощущение, что по повешенному уже исчерпал, короче, все ресурсы свои, или сам, знаешь ли, уже не может что-то советовать себе. Потому что, знаешь как, потому что он чувствует, что ты окрепла, чувствует, что ты прям срываешься с этого с крючка. Посмотри, как он просто обессилен, да, то есть он уже исчерпал весь арсенал своих вот этих вот лежачих полицейских, своих козненных козней, новое ничего не придумывается, ты уже не реагируешь на какие-то провокации, ты правда можешь соскочить с крючка, и, конечно, он нервничает, прямо бесится. И вот по десятке жезлов тебе реально нужно пнуть гусей, вот пни гуся, понимаешь? И ты пойдешь дальше сама, потому что у тебя нет каких-то видимых препятствий. А это вот гуси, это уже последнее, понимаешь, на что его извращенный мозг способен. Он тебе вот это пустил гусей, чтобы ты не пошла дальше. Ну, по сути, все. Тебе нужно гусей пнуть уже наконец-то. И как завертев все, и тут чашу тебя, как бы и рыцарь жезлов, понимаешь, он очень боится, что у тебя будет какая-то красивая новая жизнь, и она не связана с ними. Посмотри, вот он по девятке жезлов прям наблюдает, чтобы у тебя вдруг ничего не было хорошо. Он очень боится, на самом деле, что ты переключишься на что-то иное, поэтому, вот видишь, устраивает злокозненные козни. Семерка мечей, шестерка мечей. Все тебя обманут. Ну, вот, в общем, короче, какая-то такая интересная история, поэтому давай, пни гусей, короче, и иди в свою счастливую жизнь. Такая позиция была по третьему варианту. Так, господа эти правозащитники животных, вот, не надо мне тут сейчас распушивать перья и говорить, что я тут предлагаю пинать гусей, потому что, ну, в этом случае это единственный вариант выйти к цели своей. Вы можете обойти гусей, если не хотите их пинать, но в вашем случае надо прям разогнать это все. Все, сказала все, что хотела. С вами была я, ваша нейроведьма.